Мгм. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Как давно ты занимаешься психологией, психотерапией, и почему ты выбрала для себя такую специализацию, как помощь людям с расстройством пищевого поведения? Мгм. Я клинический психолог. Сейчас я вот специализируюсь на расстройстве пищевого поведения. В принципе, университет я закончила 14 лет назад, но практикую активно 8 лет и 4 года, будет уже 5, именно с расстройством пищевого поведения я работаю. У меня, ну, в принципе, 90%, наверное, клиентов у меня с расстройством пищевого поведения. Попала я случайно, у меня нет какой-то такой личной истории, прям расстройства. Я попала на обучение э, из любопытства и стала понимать, что очень много мифов, стигматизации вокруг этой темы. Хотя она очень серьезная, это смертельное расстройство, много последствий для здоровья, при этом она как-то очень мало освещается. Плюс узнала про мир фобии, дискриминации такой огромной, ну, именно там предвзятости в отношении веса. И меня как-то это так настроило на какую-то борьбу, мне захотелось больше об этом рассказывать, больше об этом узнавать, и как-то вот, наверное, тогда я так заинтересовалась этой темой и стала именно углубляться в нее. Ну, плюс еще какая-то призма, может быть, такая феминизма, потому что тоже все эти стандарты, ну, и к женщинам требования, объективация, все это тоже сильно, ну, усиливает процент расстройств и течение расстройства. И, наверное, это тоже как-то меня в эту степь захотелось какого-то активизма, ну и работаю с этой области. Мгм. А подскажи, пожалуйста, по поводу актуальности, да, насколько вообще мы располагаем какой-то статистикой, есть ли какие-то точные данные по количеству людей с РПП? Ну, в России статистики нет. Насчет Израиля я не знаю точной статистики, но в Штатах всегда есть статистика. Мы как-то больше на нее ориентируемся, и она, мне кажется, ну, в принципе, так, плюс-минус мы ее можем распределять больше на... Ну, сейчас считается, что где-то 9% людей в какой-то момент своей жизни будут страдать расстройством пищевого поведения. Там каждые 52 минуты в мире умирает человек от расстройства пищевого поведения. Плюс, ну, процент расстройств растет с каждым годом. Плюс еще там и молодеют расстройства, и, что называется, стареют, то есть расширяется диапазон возрастов, которые заболевают. Поэтому статистика печальная на самом деле. А кто сейчас чаще всего сталкивается с расстройством пищевого поведения? Это девочки, это женщины или мужчины тоже уже? Ну, на самом деле, как мы говорим, в нашей в наших кругах, расстройство пищевого поведения, но они никого не дискриминируют. Они очень толерантны, и им подвержены абсолютно все. То есть там любой социально-экономический статус, любой пол, любая там сексуальная ориентация, и мужчины, и женщины, и девочки, все возраста, поэтому это, ну, как никого не обходит. Ну, по статистике, девочки, наверное, ну, они, конечно, больше болеют. И возраст чаще подростки и молодые женщины. Но то, что сказать, что это не касается других возрастов, так нельзя, конечно. И мужчины тоже подвержены. Плюс у мужчин, конечно, сильная стигматизация по поводу того, что, может, они реже обращаются за помощью, не замечают у себя и не а, интерпретируют там какие-то симптомы как расстройство, потому что всегда считалось, есть такой миф, что это какое-то женское заболевание, и вроде как стыдно об этом говорить. Мгм. А можно выявить какие-то конкретные причины и факторы, из-за которых появляются эти расстройства? Ну, это вообще многофакторное расстройство, нет какой-то одной причины, да, которая может повлиять. У нас принята биопсихосоциальная модель как для других психических расстройств, так и для расстройств пищевого поведения. Это значит, что и биологические есть факторы, психологические, социальные. Биологические последние исследования говорят о том, что есть генетическая предрасположенность к расстройству пищевого поведения. То есть это не то, что гарантия, что точно передастся по наследству, но предрасположенность есть. Психологически это какие-то особенности личности, это может быть перфекционизм, чувствительность, там, тревожность. Если там говорить про социальные, это понятно, что идеал худобы в обществе, вот эти стандарты красоты,
которые навязаны, плюс сейчас культура питания такая с ограничениями, фатфобия, дискриминация, это все, конечно, способствует тому. И когда эти факторы все собираются вместе, получается, может у кого-то возникнуть расстройство. У кого-то может быть генетическая предрасположенность, при этом каких-то других факторов, ну, не будет, и он может всю жизнь с этой предрасположенностью прожить. А у кого-то все сложится. Там опыт травмы, буллинга тоже даже. Мгм. А подскажи, пожалуйста, можно ли самостоятельно уловить вот этот вот переход от здорового питания, от здорового образа жизни, от такого пропагандируемого сейчас как раз правильного, да, питания уже к каким-то расстройствам, отклонениям, ограничениям и уже более серьезным клиническим случаям? Мне кажется, там очень тонкая грань. И причем оно бывает такое, так резко переходит, там, при анорексии, например, вот только вроде бы человек начинает как-то себя ограничивать, там, на какой-то подсчет калорий, и буквально там уже через месяц он уже в активной фазе расстройства. То есть, ну, я думаю, это прям очень тяжело как-то заметить. И Мгм. контролировать этот процесс, ну, то есть надеяться на то, что я это проконтролирую и точно, например, ну, уверен, что вот здесь у меня здорово, и я никогда не заболею расстройством, ну, я бы так не рисковала. А как развивается расстройство? С чего оно обычно начинается? Есть ли какой-то, может быть, триггер? И в какой момент человек начинает осознавать, что что-то идет не так? Ну, чаще всего триггером служат все-таки диеты и ограничения какие-то в питании, исключения там каких-то продуктов и такая, когда самооценка уже становится больше сфокусирована на фигуре, на весе, на теле. а, И диета может запустить вот расстройство. Ограничения, снижение веса, например, или просто ограничения, которые потом приводят к перееданию, смотря там какое расстройство, да, развивается. И на самом деле человек может и не заметить вообще, что у него расстройство. То есть при анорексии, например, вообще может не быть критики к серьезности своего состояния, поэтому люди могут не обращаться за помощью и очень долго жить. И даже уже когда родственники, например, замечают и приводят человека с анорексией не обращать за помощью, там, на прием, человек может полностью отрицать, потому что там такое есть состояние аназагнозии, то есть отрицание серьезности заболевания. Поэтому он может и не заметить, что что-то произошло вообще с ним. А, При других расстройствах, например, там при булимии, при переедании, мне кажется, уже замечают, когда, ну, может быть, какие-то соматические осложнения происходят часто, там при, например, кровь замечают там при очищении или когда переедания уже становятся, ну, дискомфортными. Но здесь еще нужно такой момент, что при булимии, при переедании все-таки очень много стыда. Это так сильно стигматизировано в обществе. Человек живет с этим стыдом, потому что он и раньше замечает, но ему очень страшно за помощью обратиться и вообще признаться в том, что это в его жизни есть. И вот какой-то точный момент установить, когда он понял, что что-то не так, довольно сложно. Мгм. А это такое самостоятельное независимое расстройство или оно соседствует с какими-то другими психологическими там, заболеваниями, расстройствами? Соседствует, там очень большая, ну, высокая процент коморбидности, ну, соседство. Это часто депрессивные расстройства, ну, депрессия, это там около 70, по-моему, процентов по статистике, но у меня по опыту Э, мне кажется, 95%, кто там с расстройством, у него есть депрессивная симптоматика. Это тревожные расстройства, это может быть ПТСР, это бывает СДВГ, это РАС, ну, расстройство аутистического спектра, может быть. Ам, В общем, коморбидность высокая со всеми расстройствами, ну, с большим количеством. А можно определить, что является, скажем так, первопричиной, например, депрессия накладывается на РПП или наоборот? Ну и то может быть, и так может быть. То есть и депрессия может быть первоначальная, потом развивается там анорексия. Например, анорексия может запустить просто голодание или там снижение веса, которое может быть результатом депрессии. Результатом депрессии может быть и то, что человек наоборот начинает переедать, и это может запустить как-то расстройство.
С другой стороны, при расстройстве пищевого поведения, особенно когда, там, если человек голодает, например, при анорексии, у него тоже мозг уже не справляется, потому что просто энергии и ресурсов на это не хватает, и тоже депрессия часто развивается. Плюс там суицидальных наклонностей много, смертность очень высокая именно из-за суицида. Если это переедание или булимия, то там, вот, как я уже говорила, там очень много стыда, чувства вины, и с перееданием люди, если там еще какой-то условный избыточный вес, то это может быть большой опыт какой-то стигматизации, постоянных комментариев, ну и тут депрессию сложно не появиться. Мгм. А как вообще долго может длиться само расстройство и сколько лет, месяцев? Да, может, и всю жизнь, смотря насколько организм справляется. Очень сложные такие медицинские осложнения могут происходить, там и при анорексии, при булимии, и человек долго может не обращаться за помощью. При этом организм еще, как-то очень держится. Там уже может быть тяжело справляться, там и аменорея может быть, и другие какие-то симптомы. Сердце уже не так работает, но при этом человек может довольно долго жить с расстройством, не обращаться. Есть там у меня опыт и 15 лет, когда живут расстройством. Вот. Поэтому долго. Но, конечно, чаще медицинские осложнения какие-то соматические раньше наступают, и тогда уже человек может как-то забить тревогу, ну или его близкие. Мгм. А насколько пищевые привычки в семье могут повлиять на пищевое поведение ребенка, затем подростка? Насколько, может быть, влияние пищевого поведения мамы или папы может оказать воздействие? В принципе, сильная достаточно. Это может быть и триггером тоже каким-то. Например, там часто сладости, да, запрещают, потом ребенок начинает эти сладости передать ими в тайне, там прятать их, потом родители могут находить там обертки, например, у него там под кроватью где-нибудь, ругать его за это. Но это уже явно какое-то, да, нездоровое пищевое поведение, оно может тоже привести впоследствии к чему-то. Бывают наоборот, там заставляют доедать. Это тоже такое насилие, потом сложные отношения могут с едой выстраиваться. Часто очень, у подростков, да и у детей тоже сейчас, они уже там 6 лет, даже раньше начинают замечать, что они там как-то не соответствуют каким-то стандартам внешности. И часто именно от родителей это можно услышать критику фигуры или что ты много ешь, может, тебе хватит, что-нибудь такое. Это может вполне часто послужить таким просто спусковым крючком для того, чтобы расстройство, там, сесть на диету, например, на первую. Ну и плюс мы даже тоже, родители как-то подают пример, если там мы все время критикуем свою фигуру или обсуждаем там, кто как потолстел или кто как похудел, или сами себя ограничиваем, тоже все это видит, конечно, он это потом повторяет. Поэтому это большое значение, в принципе, имеет. А на что нужно родителям обращать внимание, чтобы выявить и заметить у ребенка расстройство пищевого поведения на ранней стадии, чтобы его не оставить один на один с проблемой? Ну, в первую очередь, это привычки, конечно, в еде. Если он раньше ел, например, он ел со всеми, ужинал, а тут ребенок говорит, я поем у себя в комнате, я поем у себя в комнате. С одной стороны, это может быть каким-то проявлением, ну, там, то, что подростки, да, они там, например, могут есть сами в комнате, но при этом я бы обратила на это внимание, потому что, возможно, стал ограничивать себя или не ест, выбрасывает еду. А, Плюс там, тот же подсчет калорий. Часто с этого и начинается, например, там какие-то ограничения. Вот я буду питаться здоровой едой, или начинает подсчет калорий. Так как социумом это, в принципе, одобряется, то и родитель думает, о, ничего себе, там начал там следить, свой, какой молодец. И это такое социально одобряемое поведение, и на это не обращают внимания. А на это вот стоит обратить внимание, потому что если вдруг резко стал вегетарианцем, тоже стоит посмотреть, какие причины, потому что это не всегда этические какие-то причины, это могут быть, способ ограничения себя. Если после еды сразу идет в туалет, например, тоже это может быть таким симптомом очищения.
становится замкнутым больше, может быть, раздражительным, на настроение можно обратить внимание. Ну, изменения в весе, конечно, это сразу это уже стоит бить тревогу. Вот, наверное, это такие самые очевидные. Там из менее очевидных, если стал много готовить, например, для других, какие-то там выпечку, новые блюда, там смотрит рецепты, коллекционирует, тоже такой неочевидный признак. Если мерзнет даже летом, тоже это значит уже соматические какие-то осложнения, но часто девочки, ну и мальчики тоже мерзнут из-за голода. Компульсивные тренировки. Вдруг стала активно 5 раз в неделю, там, не знаю, на тренировки ходить. А раньше как-то не особо интересовалась спортом. Это основные. Мгм. А что делать, если родители замечают вот эти симптомы? Какие у него должны быть первые шаги? Ну, вначале желательно поговорить, просто спросить. Не в какой-то тревожной обстановке, то есть не с каким-то там таким напором или с претензией, понятно. И желательно не во время еды, потому что, скорее всего, если у ребенка уже есть какие-то напряженные отношения с едой, то во время еды он и так уже будет тревожный. Выбрать какой-то момент и выразить, сказать о своих чувствах, что я переживаю, я заметила то-то, то-то, что ты можешь, например, на это сказать. Ну, выслушать ребенка, посмотреть. Если вы уже замечаете какие-то активные прям проявления расстройства, может быть, лучше обратиться к специалисту. И нужно понимать, что ребенок, скорее всего, не будет настроен на работу со специалистом. Мы не ждем мотивации, мы не ждем, что мы вот будем уговаривать, и вот он тогда согласится на работу, пойдет к психологу или там к врачу. Мы этого не ждем, мы используем все способы или его заставить пойти к специалисту, сами обращаемся за помощью, даже без ребенка, чтобы не упустить время, потому что часто мотивации нет на выздоровление, и мы ее не ждем. Это вот такое главное правило для родителей. А как часто пациенты с расстройством пищевого поведения рассказывают про свою проблему близким, родителям? Ну, мне кажется, может быть, если из моей практики, может быть, 50/50 где-то. Ну, если это говорить о детях, например. Может быть, даже скорее не рассказывают, скорее родители сами первые обращаются за помощью, и какими-то способами мы уже привлекаем ребенка к тому, чтобы начать восстановление. Поэтому довольно редко. Или как они говорят, когда уже прям им совсем тяжело, когда они понимают, что они не справляются. А сколько времени нужно на выход в более-менее стабильную ремиссию? И в чем заключается работа и терапевта, и пациента на этом пути? А, Здесь это сложный вопрос, потому что, конечно, все очень индивидуально. В зависимости от того, когда обратились, на какой стадии. Это только начало. Если это вот самое начало поймали, например, расстройство, то здесь, конечно, и, во-первых, и быстрее восстановление происходит, и быстрее меньше вероятность рецидива потом впоследствии. Там от расстройств пищевого поведения может быть полностью выздоровление, не только там ремиссия, например. А, Поэтому очень много факторов, которые влияют. Бывает, если там уже хроническая форма какая-то, длительное течение, там тяжело. Если там уже много соматических осложнений, что там чуть ли не госпитализация, например, требуется, то там это другой период. Вот, но бывает где-то вот, 9 месяцев, может быть, год нужно, чтобы вот надежно так восстановиться. В чем работа заключается? Ну, если говорить про подростков, например, то психолог в основном чаще может работать с семьей, именно обучать родителей, как кормить ребенка, как с ним разговаривать, как не поддерживать расстройство пищевого поведения. Особенно на первом этапе родители, они главные союзники в этот момент у психолога, получается. Они помогают ребенку есть, часто они заставляют его есть, придумывают какие-то способы для этого. И первый такой этап — это вот полностью контроль у родителей. Психолог просто он как, не знаю, как коуч, что ли, для родителей получается. Иногда бывает, что если у подростка есть мотивация, и он сам уже устал, например, от расстройства, то он тоже может работать с психологом, с тем же психологом или с другим психологом. У меня есть и такие варианты, ну, в опыте.
На втором этапе мы уже больше передаем постепенно питание и контроль питания подростку. С нашим контролем как бы мы наблюдаем, но он уже может сам выбирать себе, что есть, иногда сам готовить и так далее. На третьем этапе уже мы завершаем и там решаем какие-то другие сопутствующие вопросы, там самооценки, образа тела, там, какие-то такие уже. Или какие-то просто подростковые темы, например. И профилактику рецидива делаем. Если это со взрослым, и там, например, человек сам восстанавливается, не подключается семья, то вначале мы обязательно восстанавливаем питание. Если там есть какое-то очищающее поведение компенсационное, то мы тогда с этим работаем, чтобы прекращалось оно. И параллельно работаем с эмоциональной регуляцией, обучаемся, чтобы уметь как-то эмоции свои регулировать, не только там, например, с помощью очищения. И работа с образом тела тоже обязательно, это уже скорее на втором этапе, когда мы такое... Обычно это люди с сверхценностью формы и веса тела, с таким негативным образом тела, то есть негативным восприятием своего тела. И нам нужно перейти хотя бы в какое-то нейтральное отношение, принятие, такое благодарное, какое-то уважительное отношение с телом. Не Мгм. знаю, ответила? Конечно, да. А Мгм. бывают откаты, рецидивы? Как часто? Да, бывает, я точно статистику не скажу, но часто в первое время после выздоровления, где-то там в течение, может, 3-4 месяцев, бывает. Еще есть такая проблема не только рецидивов, ну, не то что недолеченности, но недовосстановления, например, не только веса, вообще расстройства. Там по каким-то есть, ряд критериев, да, там целый список, по которым, например, мы ориентируемся на то, чтобы произошло восстановление полное. Там психологические факторы, соматические факторы здоровья, поведенческие какие-то факторы. А бывает, что, например, там человек восстановил какой-то вес при анорексии, вот ему кто-то сказал, что этот вес там все, это там норма ИМТ условно, но это далеко не его здоровый вес, и все, он считает, что он, например, выздоровел. При этом выздоровления не произошло, потому что привычки старые остались, тот же там ограничения, чувство вины там после еды. И тогда очень быстро, легко может вернуться обратно за расстройство пищевого поведения. Поэтому здесь главное вот довести до завершить терапию. Мгм. А есть ли сейчас в доступности большое количество информации про расстройство пищевого поведения, чтобы можно было самому попытаться разобраться или, может быть, даже выйти в ремиссию, или без помощи специалиста все-таки не обойтись? Информации все больше появляется, и книги появляются, и самопомощи, и книги переводные, там, например, для специалистов, которые там, и человек, мне кажется, может читать, плюс блоги какие-то появляются. Мы вот с коллегами ассоциацию, по крайней мере, в России сделали. Если это какой-то, там на английском языке, то там очень много разной информации, которую можно найти, но в чем минус? То, что очень много противоречивой информации. И бывают люди, там, специалисты по РПП, которые себя так презентуют, у них встречается такая информация, там, например, о похудении, там, мягком похудении или что-то, что, наоборот, может запустить расстройство и явно не говорит о восстановлении. Поэтому бывает, что расстройство и само проходит. Бывает такое. Что-то, например, там у человека случается. Бывает, у женщины, например, забеременела, и она может вот из ребенка перестать, например, очищаться. Это не значит, что там может быть полное восстановление произойдет, но вот какой-то период, и дальше она может уже как-то не возвращаться, допустим, к этому поведению. Хотя часто беременность, наоборот, запускает расстройство пищевого поведения. Ну, просто как один из примеров. Но сложно без специалиста. Все-таки со специалистом проще, и специалист проследит, чтобы это было восстановление полное происходило, а не, так, не просто убрать какие-то симптомы. А какие-то медикаменты применяются во время терапии, и кто может дать направление, да, на эти медикаменты? Вообще лекарств от расстройств пищевого поведения нет. Это очень такая болезненная тема, потому что даже анорексия, например, это смертельное, да, расстройство, а лекарств от него вообще нет никакого, кроме еды. Ну, еда — это лекарство, получается.
Поэтому нет каких-то специфических лекарств от расстройств пищевого поведения, нет, но есть помогающие, например, коморбидности много, ну, то есть соседствующих заболеваний, тоже депрессии или тревожное расстройство, и тогда большей частью назначают лекарственную терапию. То есть, ну, у меня в основном все клиенты, они все-таки получают лекарственную терапию, потому что сложновато. Все-таки тревоги очень много, ну, состояние такое подавленное. Это психиатр назначает. К психиатру тоже нужно обращаться. Мгм. А всегда ли в процессе восстановления, выхода в ремиссию, излечения сопровождается этот процесс набором веса, большим набором веса? Ну, я даже не могу оценить, может быть, что такое большой набор веса. Нет, не всегда. Но при анорексии наша задача, например, восстановить вес до здорового веса. Какой он вес, здоровый вес у этого человека, мы точно сказать не можем. То есть у нас есть какие-то механизмы подсчета там, мы там строим, если это подросток, кривую роста, кривую там веса, и вот там смотрим на родителей, какие-то что-то примерно, какие-то данные мы можем, например, когда там аменорея началась, эти данные берем. Ну, на что-то мы ориентируемся, но примерно, и мы эту цифру не озвучиваем никогда клиенту, потому что она может быть ошибочной, а он за нее зацепится и потом дальше никак не пойдет. Например, при булимии может быть прибавка веса, может ее не быть. Мы не знаем, как тело поведет себя, мы никогда не гарантируем. При приступообразном передании, как может быть снижение веса, так может быть какой-то набор веса, может быть просто стабилизация веса, к которому клиент приходит. То есть это довольно такое сложно прогнозируемое. У нас в обществе вот мы и живем в этой иллюзии, что мы можем так сильно контролировать свой вес, да, что мы можем прям в этом и смысл часто расстройств пищевого поведения, что у нас иллюзия, что это то, что мы абсолютно контролируем, но это не так. Поэтому не обязательный набор, но может быть. А можешь сказать пару слов для того, кто находится сейчас в эпицентре этой проблемы, чувствует себя одиноким, думает, что он один такой, выхода нет, и он не справится. Что можно сказать? Что я бы хотела сказать? Во-первых, что он не один, что и много людей, которые его понимают, и есть специалисты, и стоит обращаться к специалистам. И, конечно, процесс сам восстановления — это очень сложный путь, это долгий путь, со своими какими-то потерями, с тревогами, страхами. Там нужно на это много сил, смелости, чтобы туда пойти. Это правда. Ну, там много и побед, и выздоровление точно стоит, чтобы этот долгий путь пройти сложный. И я еще не знаю тех, кто выздоравливал, тех, кто бы жалел, что они все-таки прошли этот путь, что они выздоровели. Поэтому полное выздоровление от расстройства есть. Есть специалисты, есть группы поддержки, поэтому вы точно не одни. Обращайтесь за помощью и берегите себя. Наверное, так. А что лучше может помочь? Групповая терапия, индивидуальная терапия, группа поддержки? Индивидуально. Индивидуально. Групповая на первом этапе лучше индивидуально. Мгм. А насколько важно наличие личного опыта расстройств пищевого поведения у терапевта, который работает с клиентами, или это никак не влияет? Есть такой опыт или его не было? Но мне сложно ценить, это как-то судить об этом. Мне кажется, это не должно как-то влиять на. Причем, во-первых, все расстройства одинаковы, ну, разные, точнее, там проявления, да, булимия, анорексия, приступообразное переедание, они все по-разному проявляются. Плюс у всех разный путь, все по-разному выздоравливают, у всех разные какие-то причины, факторы. Да, может быть, он может какие-то чувства понимать, и то это не гарантирует. Он может по одному себя чувствовать, и потом это транслировать, например, ну, на клиентов, хотя клиент по-другому себя чувствует. Я бы не сказала, что это является какой-то, оценкой эффективности терапевта и психолога. Мгм. Мгм.
И еще, наверное, такие пара вопросов про то, как сохранить свое ментальное здоровье в наше время, когда вокруг действительно очень много вот этого социального давления, очень много социального давления идет из соцсетей, есть огромное количество поддерживающих худение именно сообществ. Как в этом мире выжить самому и постараться ограничить от этого ребенка или как-то его оградить? Мгм. Нужен какой-то совет. Ну, это правда очень сложно, это прям больная тема. А, Мне кажется, это, во-первых, это должно быть на каком-то системном уровне, чтобы все-таки вмешивалось и государство, и, не знаю, как-то это регулировалось, потому что на самом деле очень много информации, которая вводит в заблуждение и которая транслирует какие-то ценности странные, но которые способствуют расстройству. И фетфобии много, дискриминации, предвзятости по отношению к весу. И это, конечно, прям ну, еще и социально так очень одобряемо. Ну, то есть можно шеймить человека, и поэтому еще ты будешь как будто бы молодец. Это очень печально. И много разной противоречивой информации про питание, много, конечно, социальные сети добавляют в плане отфотошопленных фотографий, ну, и вот этого всего. Ну, что мы можем сделать на каком-то индивидуальном уровне? Мне кажется, это развивать медиаграмотность и себе, и ребенка этому учить, какое-то критическое отношение к информации, которую он получает, стараться не подписываться на разные блоги, где явно какие-то транслируются идеи там, о том, какое должно быть тело, каким оно не должно быть, все эти фотфобные какие-то истории, там, где какие-то явные запреты, детоксы, вот эти вот красные флаги, как-то развивать такую медиаграмотность, развивать какую-то любовь, может быть, к физической активности, которая приносит радость. Просто прогулки или танцы, или там вместе кататься на велосипедах, что-то, чтобы это было не какое-то насильственное, не вот эти вот спорты соревновательные, когда детей там над детьми издеваются. Ну, наверное, что-то такое основное. Ну и плюс культура питания в семье — это тоже довольно важно. Никаких комментариев там и обсуждения тела, например, ни своего, ни ребенка, ни какого-то чужого тела с каким-то оценкой того, что это хорошее, это плохое тело. Что уважение, разнообразие тел, многообразие, о том, что наши там силы и красота — это, я всегда говорю, в уникальности, в том, что мы индивидуальны, в том, что мы все разные. И в этом, наоборот, ну, прелесть нашего мира, а не в том, что мы должны соответствовать какому-то очень узкому стандарту. Сейчас, на самом деле, появляется много каких-то классных книг и для детей, и для подростков, про самооценку, про еду, про про тело, про узнавание себя. Конечно, много там бывает тоже странной информации, но все-таки больше появляется и какой-то такой приятный. Все, спасибо большое. Я была очень рада пообщаться. Сейчас давайте запись остановлю.